Ты у них тут только стул взял и стул. Да, я у них взял только стол и стул. И у них больше ничего нет, потому что у них нет электричества. Я у них не могу даже капучино заказать. Тёма, зачем ты пустил свою бороду и усы? Ребята, всем привет из солнечного, точнее, не очень солнечного Таиланда, но очень жаркого и душного. И сегодня я хотел бы записать видео на тему того, как я изучаю иностранные языки. На самом деле, эта тема мне была предложена одним из зрителей этого канала, а именно Чиагу из канала Vem a mi língua russa. Было бы интересное видео об изучении языка. Может быть, покажи нам, как ты изучаешь языки, и объясни, почему ты делаешь то, что ты делаешь. И как раз сегодня я вам вкратце, в общих чертах, обрисую свой метод изучения языка. Ну, по крайней мере, языка европейского, потому что в основном я изучал европейские языки. Да, кстати, тут недалеко дорога, поэтому может быть шумно. Надеюсь, не слишком. И да, вы можете свои темы также предлагать в комментариях под этим видео. То есть все, что вам интересно, о чем вы хотели бы, чтобы я записал видео, пишите, и я рассмотрю это и, возможно, запишу на эту тему видео. Изначально, когда я выбираю язык, я ставлю себе цель. Какая у меня цель обычно в изучении языка? Мухи тут летают. Цель у меня, как правило, это B2. Уровень B2 в понимании и говорении. Ну, в понимании он может быть выше, но хотя бы в говорении, чтобы он был B2. Выше мне не надо, потому что мне интересно изучать больше разных языков, чем один какой-то добивать до супер высокого уровня. Ну, потому что мне, как правило, нужны языки для путешествий. Я бываю в стране максимум месяц и потом уезжаю. То есть мне гораздо логичнее изучать разные языки до среднего уровня. А если я захочу переехать, например, куда-то, то я смогу уже выбрать язык. У меня уже он будет на B2. Ну, скажем, я переезжаю в Италию, да? То есть у меня уже есть B2, и потом я могу его добить до C1 или C2. Но так как в Италию я пока не планирую переезжать, у меня он на B2, и меня, в принципе, это устраивает, мне хватает этого уровня. Когда я буду вам рассказывать о том, как я изучаю язык, я возьму в качестве примера польский, потому что это последний язык, который я изучаю, ну, выучил в какой-то степени, можно сказать, до B1 пока, но я планирую дальше его изучать, и этим сейчас занимаюсь. В общем, моя цель B2. Что я для этого делаю? У меня существует два этапа. Первый этап — это понимание, то есть научиться понимать язык. Я не сторонник того, чтобы разделять супер там как-то А1, А2, 3, точнее B1, B2, C1, C2. Да, как бы, чтобы в общих чертах вам объяснить, какой уровень мне нужен. То есть это просто разговорный уровень с небольшими ошибками, потому что если ты будешь пытаться избежать каждой ошибки, ты никогда не начнешь говорить, тебя постоянно будет это тормозить, поэтому я стремлюсь к тому, чтобы говорить свободно, но не к тому, чтобы говорить идеально. Вот. Это B2, да, то есть я поставил цель, хочу выучить польский на уровне B2. Мне нужно научиться его сначала понимать. У меня такой подход, то есть сначала я учусь понимать язык, и потом уже говорить, не наоборот. Потому что, ну, в целом для меня самое нужное и самое полезное, самое вообще главное, для чего я изучаю языки, это именно понимание, как ни странно, это не говорение. Потому что говорю я гораздо реже, чем слушаю язык. То есть я где угодно нахожусь, то есть сейчас в Таиланде, я могу включить видео на польском, посмотреть, там, не знаю, фильм, сериал, документалку, подкаст послушать, музыку. То есть все это я могу делать где угодно и сколько угодно, на любом языке, потому что есть интернет. А говорить я не могу так часто по-польски, ну, потому что, не знаю, здесь нет поляков, я, по крайней мере, не встречал, и говорить по скайпу — это не то же самое, что говорить в жизни. Вот, ну ладно, хватит лить воды, я слишком много воды лью. Что я делаю для того, чтобы научиться понимать? Я очень A few moments later. очень много слушаю. То есть мой метод заключается в том, что 80% времени я делаю две вещи. Это слушаю и перевожу. Слушаю, перевожу, слушаю, перевожу, слушаю, перевожу. Все. Это 80%. Остальные 20% это может быть грамматика, это может быть чтение, это может быть все что угодно. Приложения какие-то там, музыка, YouTube и так далее. Все это, да, это хорошо, это дополнение. Но основное
самое главное, что мне дает результат, это аудирование и это перевод. Сейчас я проверю, записываю я или нет. Ну так вот, то есть я очень много слушаю. И что нужно для того, чтобы слушать? Во-первых, надо, чтобы то, что вы слушаете, было вам интересно, да? То есть первое, это чтобы было интересно. Второе, это чтобы был текст к тому, что вы слушаете, потому что как вы будете переводить, если звучание языка не всегда соответствует тому, как он пишется. И, соответственно, чтобы упростить задачу, чтобы более эффективно заниматься, изучать язык, нужно иметь перед собой текст. В польском я использую подкаст realpolish.pl, и этот подкаст сопровождается транскрипцией. То есть все, что говорит Петр, автор подкаста, также написано. И если вы не в курсе, то у Russian Progress тоже есть подкаст, который так и называется Russian Progress. Ссылочка в описании. И тоже, соответственно, есть транскрипция. То же самое касается YouTube. То есть я ищу видео, где есть субтитры, и если их нет, включаю автоматические субтитры. Ну и просто я смотрю, перевожу. То есть нужно научиться читать язык, научиться распознавать то, что написано, ну, чтобы вы могли переводить. И все. То есть большинство времени я делаю именно это. То есть я просто слушаю, перевожу, потом слушаю еще раз. Почему вообще полезно так слушать? Потому что за полчаса, например, какого-то аудиоматериала вы услышите очень много разных контекстов, когда используются десятки слов, сотни слов. Когда они используются, вы слышите контекст. Вы за счет этого, опять же, контекста можете даже угадать значение слова. Так как вы слышите много контекстов, например, ну, грубо говоря, вы услышали 20-30 новых слов или, не знаю, там, 50 новых слов, там, 10 новых фраз, 3 идиомы. Как это все запомнить? Конечно, сразу вы это не запомните, но за счет того, что вы слушаете один и тот же аудиоматериал несколько раз, у вас больше шансов это все запомнить. И также вы будете слушать другие какие-то аудиоматериалы, и там попадутся эти же слова, эти же фразы и так далее. То есть чем больше вы слушаете, тем больше вы получаете языка, тем эффективнее это, потому что, ну, вы можете, конечно, читать, но, во-первых, читать гораздо сложнее на иностранном языке. Вы не знаете произношение на 100%, и это просто медленнее. То есть гораздо быстрее все это послушать, если что-то не знаете, перевести, потом еще раз послушать, закрепить, и таким образом очень быстро учатся слова, и вы что-то еще и узнаете интересное и полезное. Следующее, что я делаю, это... И да, важный еще момент, это как переводить. Существует два, на самом деле, подхода, ну, для меня лично. Это олдскульный, скажем так, и более современный. Олдскульный подход, он хорош тем... Сейчас я пишу, как он выглядит. То есть это когда у вас есть текст, у вас есть транскрипция, например, вы ее печатаете и работаете именно с бумагой, работаете с текстом. То есть вы можете выделять, вы можете... какие-то интонационные моменты отмечать карандашом или ручкой, какие-то нюансы произношения, нюансы интонации, выделять для себя незнакомые слова и так далее. То есть вы тем самым, конечно же, больше работаете, вы больше вовлекаетесь, дольше это происходит, и это хорошо. Почему? Потому что чем дольше вы работаете, тем вы яснее доносите до мозга, что эта информация важна, это тяжело. Соответственно, это надо запомнить сейчас, чтобы не проходить через это еще раз. Чем больше возни, грубо говоря, чем сложнее вам, тем лучше, потому что мозг это лучше запоминает. Все, что легко получается, также легко уходит. Поэтому этот подход мне очень нравится, он близок мне, я многие языки выучил именно так. Но есть еще и другой подход. Это более современный, когда вы работаете с какими-то сервисами, например, ReadLang. То есть, когда у вас есть текст, у вас есть транскрипция, вы кликаете просто на слова, и и появляется перевод слова. Вот, тоже очень круто. Но, конечно, это меньше вовлечения, вы уже не можете отметить там интонацию, отметить произношение, что-то там, перевод какой-то подписать. Хотя я не рекомендую писать перевод, лучше просто выделять слова, и потом, второй раз, когда смотрите, попытаться вспомнить из контекста, как-то догадаться, что означает слово. Собственно, вот так можно переводить. Теперь второй следующий этап – это воспроизведение. То есть вы уже к этому моменту должно пройти где-то 6
месяцев, 6-8 месяцев, у кого-то больше, у кого-то меньше, в зависимости от того, какой багаж вы хотите накопить, сколько слов вы хотите, какое понимание вы хотите. В принципе, после 6, по моему опыту, после 6-10 месяцев уже можно переходить к воспроизведению. Это значит, что вы уже понимаете язык, то есть не все, но плюс-минус общий контекст вы всегда понимаете. Вы можете смотреть фильмы, ну то есть не фильмы, видео на ютубе. Фильмы это сложнее, это уже там, можно сказать, уровень С. То есть вы понимаете видео, вы понимаете носителя, когда с ним общаетесь, вы читаете статьи какие-то, тоже их понимаете, и, собственно, все, вы уже понимаете, да, теперь настало время воспроизводить. Что для этого нужно делать? Я рекомендую, ну, лично я что делаю, это я, общаюсь с носителями, конечно, это языковой обмен, это один из самых вообще эффективных способов научиться говорить, то есть говорить. Лучше, чем говорить, метода научиться говорить нет. То есть сначала вы говорите плохо, вы говорите наполовину на английском, наполовину на русском, но потом все больше и больше говорите на русском. В общем, просто общение с носителем, да. И еще важно, чтобы он вам давал обратную связь. Вот это именно то, что я делаю со своими учениками. Я, кстати, давно уже не набирал учеников, но вот сейчас как раз-таки хочу набрать. Если вы хотите заниматься со мной, то пишите, записывайтесь на занятия по ссылочке в описании. Занятие происходит таким образом, что вы говорите, я делаю все возможное, чтобы вы говорили, я вам задаю какие-то вопросы, и потом я исправляю все ваши ошибки и отправляю вам еще и аудио к этому. Вы таким образом, когда слушаете это много раз, избавляетесь от этих ошибок. То есть вот такой простой метод, который избавляет вас от ошибок. Плюс мы еще и обсуждаем что-то интересное. Вот, собственно, это круто. Языковой обмен — это здорово, но есть еще один лайфхак, о котором я еще не говорил. Это очень эффективно, на мой взгляд. И это как раз-таки метод избавиться от ошибок, улучшить свою грамматику. Это писать. Писать на языке изучаемом. То есть вы пишете небольшие тексты, делаете все возможное, чтобы он был максимально хороший. То есть вы используете переводчик, используете форумы, словари, все что угодно. Вы делаете все, чтобы ваш текст был идеальным. Потом вы отправляете его носителю языка, он вам исправляет его и объясняет, почему это так, а не иначе. Ну или, в принципе, даже не объясняет. Вы потом сами поймете, что есть закономерности, по которым работает язык, и вы просто начнете видеть эти закономерности. Напишите таких 20 текстов, все, уже у вас будет значительно меньше ошибок, чем раньше. Вы будете ориентироваться в грамматике и так далее. Конечно, вы можете по учебнику изучать правила грамматики, но это вовсе не обязательно. Вы можете на практике избавиться от всех этих ошибок, если вас исправляет носитель языка. Собственно, вот к этому моменту, когда ты все послушал там много месяцев, слушал язык, ты научился его понимать, потом ты начал общаться с носителями, начал писать тексты, ну и по итогу всей этой работы ты начинаешь уже на уровне B2 где-то понимать и говорить. То есть, да, не всегда это B2, где-то это B1, например, мой бразильский, португальский, это B1 однозначно, то есть я не говорю у меня просто недостаточно слов для того, чтобы сказать, что это B2. Но в целом я очень хорошо понимаю язык из-за того, что я знаю другие романские языки. И в целом мне достаточно этого уровня. То есть задача — это не доказать кому-то что-то, что вы можете выучить язык там до C2. Задача — это выучить язык до того уровня, который вам нужен и который вам комфортен, и все, который выполняет ваши задачи. В моем случае это B2, то есть в каких-то языках это может быть C1, там, может быть французский, может быть английский. Но у меня нет какой-то задачи доказать, что я могу что-то сделать. Там, может, где-то она в глубине души и есть, но нужно все-таки ориентироваться на то, что вам действительно нужно, какой уровень вам нужен. Собственно, вот, надеюсь, я все более-менее осветил. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы по этой теме, то пишите в комментариях. Если хотите как-то детально, чтобы я объяснил какой-то аспект, тоже пишите, задавайте другие вопросы, пишите предложения, и мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!